Дальше, простые магические советы. Замените слово на слово, замените слово тратить на слово приобретать. Так, когда вы рассчитываетесь за что-то, говорите: приобретаю материальное благополучие, приобретаю там себе новую квартиру. Замените страдания словом скоро у меня будет. Так в случае, если вы начинаете говорить: ой, нету у меня где жить, там, как же я вот такая вот взрослая, у меня ничего не получается, на слова скоро у меня все получится, скоро у меня будет все получаться, скоро я заработаю деньги. Считайте, что ваш неуспех — это выкуп за ваши плохие поступки, это путь к вашей духовности. Это катарсис духовного развития. Поэтому, когда у вас появляется ощущение: вот у меня ничего не получалось, зато я выкупила свои неудачи, теперь все будет получаться. Тем самым я отдала свои неудачи на выкуп своей кармы, своего долга, долга перед родителями и так далее. Ну и теперь у вас еще один шанс для того, чтобы вы развивались по-другому. Радуйтесь чему-либо в жизни, восхищайтесь всем тем, что хотите привлечь в свою жизнь. Допустим, вам необходима машина, смотрите на чужие машины, говорите: ай, какая хорошая машина, ай, какой капот красивый, ой, какие хорошие колеса и так далее. Старайтесь не думать о том, хотите вы что-то купить или нет. Просто покупайте это. Это путь к богатству. Только покупайте на свои деньги. Далее, не рассказывайте никому о том, что хотите сделать, иначе вас сглазят. Поэтому делайте все тихо. Всегда будьте готовы к неудачам. Переступайте неудачи. Принимайте неудачи. Вы должны знать, что ребенок за 9 месяцев падает 1000 раз. Поэтому и человек, который начинает заниматься бизнесом, у него, конечно же, будут неудачи, конечно же, не будет получаться, конечно, что-то будет получаться плохо, и это непременно будет происходить. Были ли неудачи у меня? Они есть у всех людей, абсолютно. И у меня они были тоже, и не раз. Рассчитывайте исключительно на свои силы. Не делайте бизнес в долг, не берите деньги у кого-то, чтобы делать бизнес, начинайте его делать самостоятельно. Я недавно говорил такие слова, я хочу их еще раз, у нас еще много, ну тогда продолжим. Старайтесь говорить правду себе, поэтому если ваш бизнес тонет, если у вас он не получается, скажите себе: у меня он не получается, он у меня тонет, лучше его закрыть. Потому что чем дольше он будет тонуть, тем на больше вы попадете. Никому не жалуйтесь, потому что чем больше вы жалуетесь, тем сильнее вы тонете. Старайтесь себе говорить правду, никому не жалуйтесь. Дальше, не вступайте в партнерство, особенно с фантазерами. Поэтому если вы начинаете разговаривать с человеком, и он не от мира себя своего, он фантазирует, и тогда мы, это самые страшные слова. У меня когда-то была такая ситуация, начинал общение с человеком, хотел взять его в бизнес-партнеры. Почему? Бизнес вырос, и у меня был выбор: либо этот человек на совместные деньги заходит, либо он заходит как директор. Я не стал его брать, я объясню вам почему. Когда я ему говорю: вот и бизнес мы этот сможем, он со мной встречается, говорит: а вот тогда мы сможем сделать его так бизнес, и вот сюда мы сможем, и вот здесь магазины откроем, и тогда начнем работать с Польшей, и с Германии начнем. Я куплю себе Феррари, поеду за границу, куплю себе дом, я всю жизнь мечтал работать во Франции. И у меня сразу же идея такая была: да ты ж фантазер. Никогда не работайте с фантазером. Все фантазеры попадают. Потому что события не успевают за их фантазиями. Я даже начал одергивать свою жену в свое время, потому что там: и мы сделаем это, мы сделаем и тогда. И я говорю: а тогда нужно прекратить. Не надо фантазий, потому что любое фантазирование блокирует возможности. Не фантазируйте, не фантазируйте, не фантазируйте. Далее. Не вступайте в компанию, если это очень... Однажды у меня была встреча с очень интересным человеком. Один человек предлагал мне работу, и для этого я приехал в город Днепропетровск. Он был владельцем целой группы разного бизнеса, у него были предприятия, очень много людей на него работало. Он меня встретил в своей резиденции, это огромный такой дом 16-этажный, он назвал его в честь своего сына, который жил на то время не в Украине. Очень знаменитый человек, он сейчас очень знаменитый и был, один из самых богатых людей. Ну и разговор такой у нас был очень интересный, знаете, связанный в том числе и с иудаизмом.
с эзотерикой, с Израилем, он был связан с бизнесом, но больше вот с эзотерикой. Он мне предлагал начать работать с ним, мне, к сожалению, такая работа не подходила, и я вынужден был отказаться работать с ним, а с его товарищем, которого звали Борис, я, в общем-то, начал работать. И потом со временем он уехал жить в Израиль, а я здесь, в Украине, остался. И несколько слов об этом. Знаете, что он мне сказал? Я говорю, он говорит, так я бы рассказал каждому, как стать богатым, просто у меня никто не спрашивает. Я говорю ему, послушайте, ну я хотел бы у вас спросить, если это корректно, потому что мне в жизни очень интересно. Он говорит, у меня есть две темы, которые я очень сильно развиваю в себе. Я говорю, какая? Он говорит, эзотерическая. Я говорю, какая? Он говорит, первое, что бы я в жизни не делал, что бы в моей жизни не происходило, с кем бы я не разговаривал, как бы я ни жил, я начинаю предложение с удивления. Представляете? Этот человек начинает предложение с удивления. Если у него журналист говорит, как ваше дело, он говорит, да что вы говорите? То есть он вот так живет. И ему говорят, допустим, у нас там что-то не получается. Он говорит, да что вы говорите и почему же не получается? И кто в этом виноват? А как же это исправить? То есть вот таким образом строится у него жизнь. И второе, он три вещи сказал, я их все три скажу. Второе, он сказал, я не бегу за деньгами, я бегу за идеей. Мне идея нравится, тогда я этой идеей занимаюсь. Я не ленивый. И третье, очень мне понравилось. Он сказал, я очень люблю свою семью. Я обожаю свою жену, я обожаю своих детей, я обожаю свой бизнес как свою жену и своих детей. Я обожаю и ставлю на первое место всегда семейные отношения. Всегда абсолютно семейные отношения. Этот человек очень богатый. Но на первое место он ставит восторг. Он ставит восторг и состояние восторга и удивления. Вы представляете, этот человек на сегодняшний день один из самых богатых людей, живущих в мире. Потому что он начинает любой разговор с восторга. Я хочу вам вернуть ваш восторг словами «уп, ах». Поэтому еще раз давайте это сделаем. Уп, ах, уп, ах, уп, ах. Он еще третье сказал. Не торопись зарабатывать. Я уже сказал, да? Итак, уп, ах, найти восторг. Уп, ах. Если нет денег, обращайте внимание, насколько вы их радостно тратите. Обращайте внимание, насколько вы радостно тратите деньги. Дело в том, что очень много людей тратит деньги, расстраиваясь. Вот это слово «расстраиваясь», оно является камнем преткновения, фактически блокируя поступление материального благополучия в жизнь человека. Запомните мой совет. В тот момент, когда вы берете деньги, тратите деньги, и после того, когда вы их потратили, старайтесь отвлекаться и совершенно не думать о том, что вы сделали. В случае, если вы это примете для себя как закон или примете для себя как одно из условий вашего благополучия или вашей жизни, вы очень быстро обратите внимание на то, что материальное благополучие у вас будет увеличиваться. Здесь сразу же хочется мне как бы оппонировать и сказать: Андрей Андреевич, ну вы же не правы. Такие же не правы, потому что есть же политики. Эти политики такие плохие, они обижают людей, выгоняют, они используют и так далее. И с этими людьми, почему тогда с ними ничего не происходит? Ведь они не заботятся о людях, не думают о пенсионерах, ведут себя припоганнейшим образом. То есть главные вопросы — это вопросы языка, а вопросы, как будут жить там предприниматели или как будут жить пенсионеры, чем они будут платить за газ, на это никто не обращает внимания. То есть есть другие вопросы, они глобальные, важные. Так в последнее время, наблюдая, как там президенты постсоветских стран, они говорят о том, что там президент России говорит, что вот Украина, главное это внешнее там влияние и так далее. А кто же будет думать о своих-то? А как же пенсионеры, а как же дороги? Ведь разве это не важно? Разве это не важно,
как дети себя чувствуют в педиатрических отделениях летом без кондиционеров. Разве это не важно? Разве сейчас прививание не важнее, вернее, разве сейчас выживание пенсионеров не важнее прививания? Просто прививание ставится на элемент гораздо важный, чем пенсия. Но я хочу сказать, что если пенсии будут оставаться в таком же размере, то некого будет прививать в дальнейшем. Потому что этим людям просто ничего не остается, как просто умереть от заболеваний и все. Ну и, конечно же, тут такой вопрос. Но если эти люди вот такие ведут себя как бы не эзотерично, то тогда, Андрей Андреевич, почему в их жизни ничего не происходит? А я могу вам сказать, все связано вот с чем. Когда человек ворует, то он остается должным. И этот человек, как обычно, становится должным. А что такое быть должным? Когда человек должным, это человек, который должен эмоции. Смотрите, когда человек имеет долг, то это человек, который имеет людей, которые хотят сделать этому человеку больно. Именно поэтому, если человек должен, то он нарабатывает много людей, которые в его сторону посылают долг. И тут такой вариант. Почему же тогда накопившийся долг этого человека не делает этому человеку зло? Ответ тоже есть. Первый ответ. В советское время, когда были партийные руководители, ну, допустим, возьмем знаменитого, мною любимого руководителя Леонида Ильича Брежнева, мне он очень нравился, я заслуженно его считаю одним из величайших, наверное, руководителей Советского Союза, потому что этот человек после войны восстановил Полтаву, город Харьков построил, или за счет него восстановилась тяжелая промышленность в этих городах, и, в общем-то, этот человек создал и Донецк, и создал Днепродзержинск, металлургические комбинаты и так далее. Один человек смог сделать так много, и больше на самом деле, чем все наши правители после советского пространства за все время своего правления. Я, допустим, не знаю ни одного человека в постсоветском пространстве, который бы сделал металлургический комбинат. Или который бы, то есть все эксплуатируют то, что было построено в Советском Союзе, но никто не создал нового чего-либо, ну не о них. Но при этом этот же человек, он был не очень... не очень добрых правил, как говорил в свое время Пушкин. Ну и, конечно, этот человек создавал вокруг себя и противодействующие элементы. И когда противодействующие элементы появлялись, это создавало долг, боли, который он был должен большому количеству людей, которые его ненавидели. И на чем это проявилось? Скажите, есть ли сейчас потомки Брежнева? Я хочу вам сказать, есть Галина, есть ее дочь, это внучка уже Леонида Ильича. И, насколько я знаю, судьба этих людей плачевна. То есть судьба этих людей достаточно плачевна, и можно сказать, что долг Леонид Ильич выплатил в своих потомках. Но наши правители нашего времени, они уже другие. Наши правители нашего времени уже эзотерики, потому что эзотерика управляет миром. И они знают, что такой долг, который они делают, необходимо выплатить. Именно поэтому они проводят обряды. Они проводят обряды эзотерические, то есть они проводят обряды, посвящая вот этим долгам, которые они накопили, создавая обряд выплаты этого долга определенному созданному Богу. И обряд этот они как бы отдают долг тем людям, которым они должны, создавая боль у других людей. То есть они уничтожают этих людей, допустим, все знают об обрядах, которые проводятся, и это очень часто встречается, допустим, там в интернете, о том, как проводят обряды там, цари, или о том, как проводят обряды там, нехорошие и так далее. Ну вот такие обряды проводятся в виде терактов, которые непонятно кто и непонятно почему проводит. И вот таким образом войн, которые не по непонятным причинам появляются, они никому не нужны, а их проводят. Таким образом происходит откуп. То есть цари откупаются тем, что там убивают кого-то, и откупаются от того зла, которое доставили другим людям. Вы поняли? Таким образом жизнь одних происходит, как бы убиение жизни одних происходит в виде откупа для тех, кому они делали больно. Поэтому изменяется к ним отношение.
Есть ли что-то, что максимально и сильно убивает счастье человека? Да, вы должны знать врага в лицо. Счастье человека убивается двумя качествами. Это злость и ложь. Это есть настоящее зло. Человек, которому плохо, должен постоянно помнить и знать о том, что два основных качества, разрушающие человеческую судьбу, делающие судьбу невыносимой, делающие судьбу плохой, это наши два качества, злость и ложь. Если вы находитесь в очень плохом состоянии, финансовом, материальном или еще каком-то, помните, контролируйте и устраняйте у себя омрачение в виде злости или проявления злости к себе и к окружающим, а также лжи в виде проявления этой лжи к себе и окружающим. Будда говорил в свое время, он говорил: добродетель спасет мир, но это перефразировал. На самом деле это был неправильный перевод Маршака, да? На самом деле правильный перевод звучал так: добро или доброта победит зло, или спасет этот мир. Я хочу еще раз сказать эти слова. Я всегда говорил об этих словах, говорю об этом часто в школе. Доброта, она спасет мир. Доброта и нежелание врать. Желание быть честным, желание быть добрым, особенно по отношению к близким людям. Нежелание лжи может привести к тому, что мир может быть полностью на 100% изменен в лучшую сторону. Я уже говорил об этом, хочу еще раз сказать. Почему в наших странах люди плохо живут? Этому объяснение есть. Люди постоянно настроены, ну не все, но есть такие люди, их большинство, которые настроены все время где-то кого-то обмануть. То есть они стараются обмануть финансово, обвешивая, там, радуясь тому, что они где-то там вынесли что-то из магазина, или там как-то хамылем замулили, или у кого-нибудь где-то что-то украли, или где-то там как-то стараются это делать постоянно. То есть это и взрослые люди, и молодые люди. Уже, знаете, становится как бы нормальным деление, там, когда люди между собой общаются, говорят: да вот недавно там лоха развел, и там, обмануть по телефону, или обмануть там в сообщении каком-то, или обмануть еще где-то. Это нормальный процесс. То есть этот обман, он постоянно происходит. Конечно же, такой социум, он выращивает людей, которые идут по социальной лестнице, становясь в дальнейшем людьми, которые управляют странами или управляют нашими странами. Скажите, если они росли в социуме, где все обманывали друг друга, то, став руководителями стран, они разве будут другими? И мои ученики обычно говорят: Андрей Андреевич, мы вас никогда не обманывали. Я обычно говорю: зачем врать? Ведь смотрите, насколько банально или насколько это гадко звучит. Многие люди, которые обучаются у меня, своровали у меня мой инфопродукт. То есть взяли, скачали бесплатно, или взяли и украли его там складчик или еще где-то. То есть даже за духовными знаниями человек лезет и старается обмануть даже своего собственного учителя. То есть это что? Путь, который в дальнейшем должен дать человеку магическое могущество. И после этого человек к чему должен прийти? К тому, чтобы его обманывали потом его ученики. Я, конечно, не расстраиваюсь из-за этого. А почему так происходит? Я хочу вам как бы еще раз напомнить. Я совершенно безвозмездно, и этим не кичусь, выложил первые ступени школы Кайлас старых лет. Когда человек проходит эти ступени, я даю ряд методов, которые помогают человеку материально вырасти. После этого человек не должен у меня воровать, он должен отработать те идеи, которые я даю в первой и второй бесплатной ступени, выложены в YouTube. Даю методы, которые могут помочь человеку существенно увеличить свое материальное благополучие. Вот после того, когда он существенно увеличивает материальное благополучие, у него появляется возможность покупать в дальнейшем мои платные семинары. А у нас происходит наоборот. Да, мне понравился Дуйко, первая, вторая ступень, но я хочу платные, теперь я хочу их складчину своровать. Это нехорошо. Высокая духовность начинается без лжи. Она начинается с персональной внутренней струны или внутреннего стержня, когда человек опирается на это.
когда у человека есть четкое понимание своих ценностей внутренних, которые являются его опорой, от которых он отталкивается и за счет которых он строит свою судьбу, свою жизнь, свое понимание мира и так далее. Плохо, если в этом всем находится злость, обман и ложь даже по отношению к своему учителю. А еще во всем виновато наше обучение и во всем виноват наш менталитет христиан. Дело в том, что когда человеку христианину делают больно, то человек христианин обычно все прощает. Мы такие люди, мы любим прощать. Поэтому, когда, допустим, сволочь, последняя сволочь, руководитель, политик, кто-то там, губернатор или еще кто-то обижает людей, то эти люди, они прощают. Они говорят, ну и Бог с тобой, ну и ничего страшного, ну как-то проживем. А вы знаете, что вот такое прощение не идентифицирует подлеца, и в его сторону ничего не течет. Ни ненависть, ни долг, ни еще чего-то. Именно поэтому я всегда говорю, идентифицируйте тех людей, которые негодяи. Пусть эти негодяи всегда для вас будут негодяями. Каждый раз, видя этого человека или вспоминая об этом человеке, говорите, вот он, негодяй, я его ни за что не прощу. Таким образом, увидите, что если бы весь народ, видя негодяев, произносил это негодяи, и мы им не простим, что они с нами сделали, то эти негодяи не смогли бы быть теми, кем они являются. Ладно, сейчас не об этом. Несколько слов. Андрей Андреевич, чем не заниматься? Ну вот вам хочу сказать. Существуют цифры. Если сложить дату рождения и год рождения так, чтобы получилась цифра от 1 до 9, то у вас получится ваша персональная цифра. Итак, цифры от 1 до 9 и цифра от 1 до 9. От 1 до 5 это больше предпринимательство, творчество, выступление перед людьми. От 5 до 9 это управление и приумножение. Итак, от 1 до 5 этим людям хорошо предпринимать, но тяжело управлять. Цифрам от 5 до 9 тяжело предпринимать, но легко управлять. Поэтому если у вас 9, вам необходимо стремиться к тому, чтобы управлять бизнесом. Вот если вы единичка, сами подстригайте. Если вы 9, открывайте салон, садите людей, становитесь администратором и следите за тем, чтобы... Почему, когда человек хвалит, все портится? Когда человек хвалит другого человека, это называется сглаз. Как это устроено? Обычно, когда человек хвалит другого человека, он надевает на него ментальную сеть. Как это происходит? Женщина подошла и говорит, ой, какая красивая у тебя дочка. После этого пришла домой и говорит, это условно одела сеть на дочку. Потом домой пришла и начинает говорить, надо же, почему у нее такая красивая дочка, у меня дети не получаются, а моя вот такая придурастая. И после этого она как бы обратно эту сеть тянет себе в грудь, не понимая этого. Эта сеть проходит сквозь ребенка, разрывает его энергетическую структуру, нарушая его энергетический баланс, приводя к тому, что у этого ребенка появляются проблемы со здоровьем, психические проблемы, нервное состояние и так далее. Как избавиться от этого? То же самое происходит, когда человек, допустим, там еду приготовил, там, кстати, человек еду приготовил, и женщина пишет, надо же, если кто-то похвалит, еда скисает. Потому что человек не может эту еду поесть, вы его не угостили. Или угостили, он ее съел чуть-чуть, а пришел домой и говорит, ну почему моя жена так вкусно не готовит? Почему вот эта женщина так вкусно готовит? Почему вот так? И еда точно так же одевается на еду ментальная сеть, проходит после этого через эту еду, дробит ее энергетически, она становится уже не частью единого целого и становится пропавшей, как бы энергетически становится засоренной. Как можно этого всего избежать? Существует самый простой способ. Вот это, то, что одевается, это называется ментал. Ментал убирается астралом. Что такое астрал? Астрал это то, от чего человек нагревается. Итак, самый простой метод сделать так, чтобы человек, который восхищается, не делал вам зла, в момент того, когда он восхищается, начинайте смеяться. То есть выглядит это так, ой, какой у тебя хороший ребенок. Вы говорите, да, ха-ха, такой хороший. Или ой, какая еда. Вы говорите, да, ха-ха, такая еда хорошая. Я вообще так хорошо умею готовить, мне так нравится. Ну вот так пусть все думают, что вы чуть-чуть чеканутый. Или чеканутая. Ничего страшного.
Зато у вас еда не будет портиться. Вообще самый простой способ очистить от зависти свою квартиру. Встать, взяться за руки или сидя начать смеяться. А-ха-ха-ха-ха. Или плакать. О-ха-ха-ха. Потому что и во время того, когда человек плачет, и во время того, когда он смеется, у него выделяется астрал. Астрал — это огонь. Астрал растапливает и разрушает любой ментал, так как ментал — это лед или сети льда. Что мешает человеку? Чем отличается богатый или успешный, или властимущий, или какой-либо человек от обычного человека? Конечно же, всегда у этих людей есть два универсальных качества, которых, как правило, нет у обычных людей. Два универсальных качества. Первое — это коммуникация. Они невероятно коммуникабельные люди. Они со всеми здороваются, со всеми могут вступить в контакт, со всеми они могут поговорить. Им как будто... И дальше волшебное слово второе — не страшно. И эти два элемента, отсутствие страха и отсутствие и присутствие большой коммуникации, ну и везение — это третий элемент, помогают человеку быть всем, чем он захочет, и добиться практически всего. Да, не сразу, но постепенно, и это гарантия успеха стопроцентная в наших странах, в которых мы живем. Очень важно делать то, что вам страшно сделать. Я не знаю, как мне открыть магазин, мне страшно. Ура, наконец-то ты нашел, чем тебе нужно заниматься, срочно это делай. Тогда ты сможешь добиться чего-то. Если страшно и вы не делаете, знайте, страх — элемент, блокирующий поступление материального благополучия в жизнь человека. Страх — это плохо. Боритесь со страхом. Бог наказывает людей, которые блокируют энергию внутри себя и внешне. Внутри обычно это обиды. Внешне это, если есть предложение, то нужно обращать на это внимание. Это как праздничный стол. Человека приглашают за праздничный стол. Если часто его приглашают, и он отказывается, ему больше приглашения не идут. Точно так же и здесь. Бог наказывает людей, которые блокируют поток энергии. Именно поэтому, если вам идут какие-то предложения, обязательно отвечайте на эти предложения. Даже ответом нет, но не игнорируйте. Дальше. Почему человек ворчит? Такой вопрос задали в Facebook, я могу ответить. Это первые признаки того, что на него очень влияет энергия времени. Когда человек начинает ворчать, на него влияют капли времени, и это говорит о том, что этот человек стареет. Мы стареем. Когда же мы стареем? Давайте отвечу и на этот вопрос. Человек стареет в тот момент, когда он не отдыхает. Как быстро постареть? Не отдыхать. Каким образом нам необходимо отдыхать? Нам необходимо отдыхать чувственно, физически и умственно. Именно поэтому я хочу вам сказать, самый лучший отдых — это когда нет телефона, нет бизнеса, нет еды, нет семьи, я не знаю, ничего нету. На что это похоже, если нет бизнеса, нет еды, нет семьи, нет информации? На что это похоже? Это похоже на больницу. Поэтому едьте в больницу, заказывайте койку, ложитесь и отдыхайте. Ура! Поэтому, что необходимо? Обычно ворчащий человек начинает болеть, после этого у него поднимается давление, а как известно, от сердечных заболеваний умирает самое большое количество людей. Первые признаки сердечных заболеваний — это ворчание человека. Это я говорю как человек, занимающийся тибетской медициной. То есть в случае, если человек ворчит, то этого человека необходимо сразу же отправить на обследование сердца, измерить ему давление и положить его на больничную койку. Не посещать его, не кормить, забрать у него телефон так, чтобы он отдохнул. Отдых — это самое важное. Именно поэтому я все время говорю, старайтесь отдыхать неинформационно. Дело в том, что сейчас люди, особенно молодые девушки, начинают привыкать жить с телефонами в постели. И я могу сказать, что это большая глупость. Дело в том, что если вы днем работаете, вечером работаете, по ночам в телефон этот смотрите, вы не отдыхаете, очень быстро стареете. Вот оно вам надо. Что гораздо важнее смотреть и загружать себе информацией, чем отдыхать. Пожалейте себя, научитесь отдыхать. Отдых — это выглядит так. Вам положено 7 часов сна, уберите телефоны, уберите любое общение, покупайтесь, лягте в постель, не читайте никаких книжек, ни о чем не думайте, отвернитесь и спите. Не нужно себя перегружать, загружать, иначе будут появляться морщины на щечках. А потом необходимо будет делать подтяжки, ботоксы и все остальное.
Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица второй ступени. Подскажите, финансы не задерживаются в доме, работаем, есть свой магазин косметики, работаю там сама. Муж работает, а финансы не задерживаются, не получается никак, товарооборот. В конце месяца по отчету заработок есть, а живьем как сквозь пальцы, прошли деньги, хотя что-либо не тратим. Как сделать эзотерически так, чтобы финансы задержались и приумножились? Может, блокировка на финансы у нас есть? Уже не знаем мы, что думать. Спасибо за ответ. Всего вам самого доброго, вам и вашей семье. Спасибо. Финансы не задерживаются в доме. На этот вопрос тоже есть ответ. Я всегда говорю такие слова. Наши финансы и наша семья, они между собой связаны. Именно поэтому часто холостые, одинокие мужчины или женщины не могут зарабатывать деньги так, чтобы они складывались. Почему? Прообраз нашей семьи — это прообраз аккумулятора. Если есть в семье аккумулятор, такой аккумулятор будет работать и в бизнесе. О чем я сейчас говорю? Смотрите, что заставляет человека прийти домой? Обратите внимание, бежит или бегит ли человек домой после окончания своей работы? Хочет ли человек дома находиться? Насколько человеку комфортно дома находиться и он наслаждается? Посмотрите, есть ли у человека, который работает, возможность дома отдыхать? Появляется ли от совместного проживания в семье радость внутренняя? Есть ли вот это интимное тепло между мужчиной и женщиной в семье? Если эти качества увеличиваются, и они увеличиваются за счет заботы друг о друге, разговоров и поддержки друг друга, если у человека будет желание лететь домой на крыльях, если человек стремится домой, вот вчера я ехал и говорю, говорю шоферу, давай заедем купим сыра, а потом у меня тяга, я хочу домой к жене и детям, понимаете, я говорю, не надо мне никакого сыра, поехали домой, я хочу как можно быстрее доехать в семью. Вот в случае, если такая тяга есть, в случае, если дома нет скандалов, бесконечных выяснений отношений, криков, ругани, выяснений отношений, кто прав, кому что принадлежит, надутых щек, я не знаю, надутых губ. Если дом — это выживание, если друг от друга устали и все хотят разбегаться в разные комнаты, знайте, в бизнесе накопления не будет. Почему? Отсутствие уюта в семье блокирует накопление денег от бизнеса. Я хочу еще раз вам сказать, если в семье есть уют, если есть чистота, теплота, поддержка, радость, обнимание, целование, взаимная поддержка, вкусная еда, я не знаю, радость какая-то, которая формируется, или которые там друг друга не воспитывают, а держатся за ручки, тогда эти деньги будут накапливаться. Если дом — это место, где проводятся, как они, бычьи бега, кориды постоянно, и вместо один из людей является тореадором, а второй разъяренным быком, то тогда о деньгах в бизнесе можно забыть. Тогда есть смысл расходиться, искать нового партнера и после этого заниматься бизнесом. Я еще раз вам хочу сказать, бизнес и накопление в бизнесе — это лакмусовая бумажка хороших отношений и уюта в семье. Вот почему в доме должна лежать красивая скатерть, о чем я все время говорю. Поэтому необходимо кушать с красивой посуды, необходимо держаться за ручки, необходимо даже иногда выпить вина, там вкусный сыр съесть, поиграться с детьми, поизучать какие-нибудь песни или попеть песни, включить музыку, потанцевать. В доме должны находиться цветы, старайтесь делать так, чтобы стены были не облезшими, обращайте внимание на то, где вы живете. Это же очаг, помните, есть такие слова, очаг семьи. Очаг родни, родительский очаг, родительский дом, куда всегда всех тянуло. Посмотрите на успешных людей, зайдите к ним в дом, у них всегда будет приятно находиться. Возьмите людей, у которых нет успеха, которые несчастные, бедные, обделенные, придите к ним в дом, и вы всегда увидите разбитое все. Заржавевший унитаз, облезшие стены и так далее. У меня была такая ситуация, когда-то приехал в съемную квартиру,
И мне устраивала стоимость. И после этого я занялся ремонтом. Хотя знал, что в этой квартире я буду жить ровно там полгода или год, потому что собирался уехать в другое место. И мне хозяйка говорит: Андрей Андреевич, я вам не заплачу за то, что вы этим занимаетесь. Я ей говорю: это не важно, я это сделаю для себя. Она говорит: странный вы человек. Конечно, странный. Я не хочу жить в сраче. Я хочу жить так, чтобы у меня были мои красивые тарелочки, на мне была чистая одежда, чтобы дети мои были ухожены, чтобы у жены были чистые волосы и хорошо пахло изо рта, чтобы от моих детей хорошо пахло, чтобы дети были все наглажены, чтобы все было хорошо. Понимаете, это создает уют. А уют в доме или в семье создает в дальнейшем магнит, который и в дальнейшем принесет материальное благополучие. Понимаете? Кто бы не верил в это, начните с этого. Очень рекомендую. Нельзя жить, допустим, в съемной квартире, где там червяки, тараканы, где собаки мимо унитаза какают, я не знаю, в ржавый унитаз, где вокруг все воняет. Нет возможности нанять кого-то, чтобы это делали. Нужно делать это самостоятельно. Закатать рукава и сделать так, чтобы нравилось то место, где ты живешь.